В сегодняшней лекции по моей системе спасения гармоничного развития я показываю материал по первой лекции из курса 4 следующих лекций, после вступительной. И технология будет такая лекционная, что сначала я даю методику управления посредством концентрации на числах или создания цифровых рядов, и показываю конкретный практический пример, как приложить на основе, например, моей личной практики, показываю систему универсальности в переходе от практики, например, изложенные там в трехтомнике практик управления путь спасения, на какие-либо общие ситуации. И после первой части данной лекции будет следующая часть, когда можно будет выписать конкретные вопросы, и вот по этим вопросам я уже буду проводить следующую часть лекции, она будет после перерыва. И, значит, технология будет такая, что, значит, можно, значит, во второй части либо конкретные вопросы, относящиеся, например, к материалу сегодняшней лекции, так скажем, именно половине первой лекции, или же можно, значит, выписать вопросы, которые касаются всего предшествующего материала. То есть, в принципе, вопросы лучше разделить все-таки на две части. Это первая часть, то, что касается сегодняшней лекции, вторая часть, это то, что касается, например, всего материала, и желательно в третьей части, в виде, например, вопросов или, так скажем, ряда неких постановочных систем обозначить конкретные задачи, которые вы решаете или хотите решить, или же те системы, которые, например, с вашей точки зрения вам желательно было бы рассмотреть. Лучше всего это должны быть какие-то конкретные задачи, какие-то конкретные дела, которые вы, например, уже реализовываете, и при этом у вас есть желание, например, как-то обсудить конкретно этот какой-то вариант, который вы хотите рассмотреть. Поэтому сейчас я перехожу именно к первой части лекционного материала. Значит, то есть вторая часть будет в большей степени именно как совершенно практическая часть, связанная с конкретной работой и с ответом на возможные вопросы или предложения. Значит, в первой части сегодняшней лекции я хочу показать систему управления, значит, основанную на создании числовых рядов. То есть основой в данном управлении будет являться то, что в структуре создания числовых рядов первый уровень – это уровень действия, значит, такого же, как действует создатель. То есть нужно изначально стараться фундаментально организовать числовой ряд, значит, который, в принципе, должен быть именно таким, значит, который, во-первых, является достаточно все-таки простым для его управления, а во-вторых, он именно такой, который обеспечивает именно многофакторность управления. То есть по закону, значит, связи какой-либо информации со всей внешней и внутренней информацией области, здесь нужно учитывать, что простота самого ряда должна обязательно, значит, содержать принцип, фактически такого управления, который бы мог через простые концентрации давать достаточно общее влияние, потому что чем более общее влияние вы оказываете на систему, тем более точно и быстро вы получаете, или скажем, корректно по времени получаете результат управления. В своей практике спасения я реализовываю именно систему сначала макроуправления, когда вы делаете управление, так скажем, макрообластью, то есть областью, где заложена информация обязательного спасения всех, например, от возможной глобальной катастрофы, уровень личного спасения и система гармоничного вечного развития. Туда же в этой сегодняшней технологии закладывается и система передачи информации, то есть передачи знаний, которые вы получаете в результате управления цифрами, так скажем. И в более общем понимании это создание числа и управление числовыми рядами. Значит, в технологию такого типа входит, значит, выборка в системе своего восприятия именно области макроуправления, а затем
уже, значит, определение области частного управления. То есть это ваша частная задача, и в системе чисел часто это бывает так, что само число и означает, собственно говоря, либо макрообласть, либо, например, область частной задачи. Либо вы вводите информативно, как бы вводите смысл макроуправления в ряд чисел, ну, как бы насыщаете числовой ряд, или же, значит, насыщаете какой-либо числовой ряд именно частной задачей. Поэтому методология здесь такова, чтобы, значит, понимать принцип действия числа, обязательно надо рассмотреть достаточно простых таких два параметра. То есть первый параметр, как я уже объяснил, это, значит, само число содержит информацию именно макроуправления. А, значит, второй параметр, что вы, например, насыщаете информацией макроуправления какую-то последовательность чисел. Как бы высвечиваете в сознании или большее время концентрируетесь на этом. Далее, значит, то же самое относится и к частным задачам. В сферу частных задач входит в концентрации на числах, как задача, например, ну, предположим, любая частная, это лечение, управление событиями, но в том числе в разряд частной задачи можно поставить и задачу, опять же, макроуправления. То есть в связи с этим при концентрации на числах будьте внимательны именно с этой особенностью управления, когда, значит, под задачу, то есть, ну, как бы под область, это есть в том числе и полностью область макроуправления. Потому что, ну, если, предположим, рассмотреть элементарное действие, там, сложение, чтобы получить число там 9, можно сложить 4 и 5 там, в логическом восприятии, то, в принципе, если 9 это область там, макроуправления для данного текущего времени, то, в принципе, можно считать, что для автономной системы, например, 5 это тоже область макроуправления, если мы не производим сложение. Поэтому будьте именно внимательны в управлении числами. Здесь такой существует элемент, что, значит, макрообласть это есть уже в том числе и следственная область. И когда вы, ну, рассмотрите такой принцип организации числа, вы видите, скажем так, фундаментальный спектр, фундаментальный принцип организации, где вы уже охватываете максимальное количество, что ли, систем, и при этом делаете опору на какой-то одной очень простой системе, которая, в общем-то, учитывает все параметры, о которых я сейчас сказал. Значит, с точки зрения передачи информации, задача управления это и передача информации, значит, в дальнейшем, причем лучше, ну, сразу задавать целью именно бесконечной передачи информации без искажений. Числовая система, значит, позволяет действительно это делать достаточно корректно. И, значит, здесь, так как я сказал, что именно уровень образовательный, как бы уровень передачи закладывается все-таки в систему макроуправления, в некоторых случаях будьте внимательны именно при анализе, считая, что макроуправление, в том числе и передача знаний. То есть, в принципе, системное бесконечное развитие, это, конечно, уровень передачи именно знаний, которые такую технологию создают. Значит, так как лекция будет опираться на конкретный уровень вот именно технологического воплощения, так скажем, что будет дана концентрация или управление или создание числового ряда и плюс практический материал, обязательно рассмотрите, что данный практический материал, который я использую из своего трехтомника «Практика управления. Путь спасения», он показывает вариант, скажем, управления для времени реализации уже зафиксированной задачи, когда вы будете использовать материал, то есть реализованной задачи, когда будете использовать материал для управления, по каким-либо другим подобным, можно даже использовать не обязательно именно по таким, конечно, аспектам, то есть обязательно обобщаете материал и не соотносите только вот именно с той практикой, которую я буду показывать, потому что принцип, значит, показа данной практики состоит в том, что сам факт является определенным уровнем, информационного обеспечения управления, и поэтому старайтесь вот принцип создания именно универсальных систем, управляющих систем, от лекционной части и от части, которая будет показана с точки зрения соотношения с конкретной личной моей практикой, значит, создавать обязательно универсальный уровень перехода для себя, делать обобщение, где каждый метод может быть реализован
фактически, ну, в общем-то, в любом случае. То есть управление универсальное, и поэтому надо здесь очень четко понимать, что значит, желательно всегда организовывать именно универсализм как бы в духовном восприятии метода. Сейчас я начинаю работу уже по передаче конкретных методов в данной, значит, лекции, то есть в первой части сегодняшней лекции будет 8. Каждый из методов будет, значит, рассмотрен таким образом, что будет предложена именно, значит, практика из трехтомника «Практика управления пути спасения». И показано, как с точки зрения данной практики, значит, может быть реализован такой метод. Здесь надо учитывать, что так как речь идет, опять же, о том, что данная практика уже реализована, то по процессам именно будущего управления надо обязательно сделать универсальную систему перехода. Значит, первый метод заключается в том, что вы создаете числовой ряд путем насыщения как бы области макроуправления, то есть числа в данном случае не содержат макрообласть, а вы просто создаете числовой ряд и насыщаете информацию, например, макрообласти конкретные там, числа, а значит также частная информация частного управления насыщаете какие-то другие числа. То есть числа в данном случае не содержат, как, собственно говоря, саму управляющую область. Поэтому здесь требуется два действия. Это создание числовых рядов. И второе действие – это все-таки концентрация на данных числовых рядах с целью придания в своем восприятии как бы максимально, что ли, расширенного оптического коэффициента, когда вы видите свечение рядов в своем восприятии. Для того, чтобы управлять, можно, в принципе, ряды эти представлять, или можно выписать на, например, предположим, бумаге и при этом как бы работать с бумагой. То есть вот здесь можно как бы использовать в том числе и написанные ряды. В данном случае, значит, управление сводится к тому, как я сказал, что для создания ряда надо рассмотреть фундаментальный принцип создания ряда, и данный принцип заключается здесь в том, что если вы рассмотрите, например, принцип организации числа, то можно сказать, что есть как бы начальная точка, значит, организации, да, любой реальности. И эта начальная точка, она имеет, ну, как бы абсолютное значение. И в связи с этим в данной точке вводится как бы понятие некого универсального уровня, который должен существовать в числе или в числовом ряду. Значит, в связи с тем, что значит, мы имеем дело, ну, например, с конкретным числом там, из 9 чисел и нуля, то в данном случае именно принципом организации такого универсального, что ли, пространства, где есть, ну, достаточно универсальные свойства с точки зрения числа, это есть число в данном случае 0. То есть если мы используем это число как число именно общности, число, значит, как бы именно универсальной системы, то ясно, что если мы, например, ну там множество нулей складываем, все равно получаем 0. То есть некое инвариантное такое пространство, которое в принципе не меняется в зависимости от внешних условий. И поэтому в этом, так скажем, ну, в нулевом пространстве мышления, да, скажем, назовем его, например, нуль пространства, то в рамках этого нуль пространства происходит именно уровень перехода через систему нуля в любую другую систему. И в связи с тем, что вот именно доступ, например, ну, именно в управлении, он должен быть таким, что вы должны попасть, вообще говоря, в любую систему, то расположив любую систему так, чтобы она была управляема, мы сможем рассмотреть эффект, что она управляема, если возле нуля вообще расположить любое число. То есть, во-первых, число само остается самим числом, да, то есть мы находим точку устойчивости, там 0 плюс 1 это 1 и так далее. И в том числе мы можем расположить, вообще говоря, с любой стороны. То есть, если считать, что в коллективном сознании существует некая логика управления, связанная с расположением там, цифр и так далее, то 0 это как раз универсальное как бы, число, которое располагается или справа, или слева, при этом не изменяет характеристик соседнего числа. Следовательно, мы считаем, что по законам вот именно создания абсолютной как бы, универсальной системы мы можем рассмотреть в качестве данной системы число 0. И по законам создателя, именно по законам всеобщей связи и прямого доступа,
мы видим максимально быстрый доступ к числу, например, 1, если мы там 0 берем и прибавляем к единице, мы получаем число, в принципе, 1, но очень быстро. Вот именно принцип быстроты в сознании, он как раз таки характеризует следующий уровень в построении числового ряда в данном первом методе управления через число, что числовой ряд должен быть расположен по возможности как бы более системно и более гармонично по отношению к нулю. Поэтому располагает числовой ряд таким образом, что число от единицы до 4, например, находится по вертикали вверх, сверху вниз. То есть мы строим как бы два числовых ряда в данном управлении, что 1, 2, 3, 4 это те числа, которые располагаются сверху вниз, например, до нуля. Дальше идут число 5, 6, 7 и 8. И вот уже девятку мы берем и мысленно, то есть именно тренируем таким волевым уровнем, мы выводим в центр как бы нуля. Значит, дальше мы строим слева направо ту же самую систему, где пересечение идет, то есть по горизонтали строим систему, где пересечение идет опять с нулем, и если слева будет 1, 2, 3, 4, то, соответственно, справа от нуля это будет 5, 6, 7 и 8. Таким образом, мы, значит, сделали построение фактически крест-накрест, где, значит, внутри находится именно 0, и дальше мы начинаем эту систему, ну, как бы стягивать в сферу управления. То есть, в данном случае сфера управления такая, что, во-первых, верхняя и левая часть это данного как бы крестообразного, да, с расположения числового ряда, это есть управление, связанное с макрорегулированием, а справа и снизу это управление по частным задачам. Как я сказал, в данном случае надо именно зафиксировать смысл как бы чисел, которые соответствуют либо макроуправлению, либо управлению частными задачами. Так вот, есть другой подсмысл данного управления, что в макроуправлении существует управление частными задачами, и наоборот, в частной задаче существует управление макроуровнем. В данном случае это производится через число 9, которое находится внутри нуля. Таким образом, вы завязали систему, как бы, ну, проще говоря, вы создали некий узел в информации управления, который обозначает устойчивое и, в общем-то, непрерывное действие, потому что через число 9 вы сделали своеобразную связку управляющих элементов, в общем-то, причем такую, которая постоянно насыщает цель управления. Дальше специальной задачей является введение цели управления. То есть здесь обратите внимание, что насыщение управляющей системы как бы уровнем частной задачи, то есть у вас есть, например, задача, которую надо решить, и вы насытили этой задачей, значит, именно правый и, например, нижний уровень цифр, да, правую и нижнюю часть вот этого крестообразного соединения, то, в принципе, дальнейшее управление по цели, оно сводится к тому, что вы насыщение в данном случае можете делать духовно, а уже частную задачу логически формулируете внутри именно числа 9, ну, как бы записывая именно на контур числа 9 задачу управления. И это действие происходит внутри нуля причем. Таким образом, вы получаете достаточно устойчивую систему, которая, ну, как бы при наведении на управляющий смысл как бы событийного ряда, если вы рассмотрите какой-то ряд, вы можете выявлять в этом случае наиболее принципиальные системы в ваших событиях и получать управление таким образом, что эти события еще дополнительно насыщать на их реализацию. Следовательно, по законам создателя вы создаете фактически вечную конструкцию. Вечная конструкция означает ее как бы, ну, универсализм и повторяемость, и устойчивость в процессах именно вечного развития. Следовательно, вот эта конструкция, она именно, ну, работает по этим условиям. Следующим уровнем является уже сворачивание конструкции фактически, в общем-то, в элемент сферический, но сворачивать можно для того, чтобы, ну, как бы не заниматься именно контролем всей системы, можно свернуть так, что построить фактически в восьмерку и вот всю конструкцию, которую я обозначил, ее внести в нижнюю часть восьмерки. И тогда конструируется только на восьмерке. Значит, тогда вы получите управление через число 8, но это число содержит достаточно много уровней управления, которые вот следуют именно в таком крестообразном, что ли, уровне расположения числа, числовых рядов. То есть в данном случае использована только лишь
уровень вертикальный и горизонтальный для управления. С точки зрения практики я покажу элемент управления, который в данном случае может быть как бы дополнительно рассказан с точки зрения конкретной практики. У меня был такой протокол 0792, это на странице 41 трехтомника «Практика управления путь спасения», это в первом томе. И в этом протоколе я делал диагностику самолета по бортовым номерам. Значит, при этом, вообще говоря, был дан только номер самолета. И в данном случае, чтобы выявить, например, какой-то дефект или, наоборот, норму самолета за определенный период, системы макроуправления, то есть, что я называю системой макроуправления, это в данном случае то же самое, то есть это вся информация, где нет возможной глобальной катастрофы, но она в данном случае реализована таким образом, что значит, с точки зрения, например, именно реализации по отношению к этому протоколу, когда вы будете смотреть протокол, посмотрите на конкретные номера самолета. То есть, если, например, я вижу там самолет 85-189, бортовой номер, то система макроуправления заключается в том, что я как бы просто-навсего соотношу выборку этих цифр, то есть делаю таким образом, что, например, если число 1 находится сверху, да, получается, и слева, то я, значит, создаю управление путем связи числа, например, 1, который есть в этом просто номере. А вообще говоря, мы же используем достаточно ограниченное просто количество цифр. Я просто-навсего вывожу это число 1 в ту область, которая соответствует 1, и при этом соответствует, например, чисто механически. То есть я беру, вообще говоря, 85, например, 189, бортовой номер самолета, значит, и завязываю этот номер с единицей, которая находится сверху и слева. При этом геометрическое расположение, оно такое, что я беру как цельный ряд. То есть вот здесь имеет большое значение расположение все-таки именно конкретных систем по отношению к вот именно восприятию, что восприятие может быть или как бы горизонтальным, или вертикальным. Вот здесь вот управление учитывает именно пространственность восприятия, и числовой ряд рассматривается именно как геометрическая система, то есть как цельный ряд. И поэтому, если мы рассматриваем эту систему именно таким образом, то 85 на 189, слева от единицы будет 8,5, а справа будет 8,9. Это сверху, если, да? А если мы смотрим слева, то ниже будет 8,5, а выше будет 8,9. То есть начинает как бы всего лишь навсего, как по системе своеобразной кристаллизации, что ли, распачковываться уровень оптического восприятия. А дальнейшие системы по устойчивости, выполнения частных задач, что, например, с ним будет, с этим самолетом в период, в данном случае был период 17 января по 27 января, то есть 10 дней, я отслеживаю всего лишь навсего в уровне именно как бы уровне частных задач, то есть справа и снизу. И при этом я могу обозначить, например, все системы самолета таким образом, что, например, нижний ряд, который находится как бы справа от нуля и справа, это тот ряд, который соответствует, например, уровню, значит, основных систем, а нижний ряд это уровень как бы частных каких-то конкретных, в общем-то, проблем, связанных именно непосредственно с агрегатами. Но если, предположим, мне не нужно рассматривать агрегаты, я могу рассмотреть управление по основным системам и рассмотреть принцип, например, только за счет правой части ряда, то есть от нуля справа. При этом уровень, на самом деле, он достаточно получается простым, то есть стоит только лишь вам в сознании зафиксировать просто геометрически эту систему, справа начинает высвечиваться в вашем восприятии какое-то из чисел от 5, например, до 8. Если высвечивается число 5 или 6, 7, 8, вам просто надо распределить вообще хотя бы ориентировочно, что в самолете соответствует какому-то числу. И дальше вы видите, как идет управление. Это, в общем-то, управление с точки зрения диагностики и одновременно управление по несовершению катастрофы.
И здесь вот именно, чтобы не было катастрофического уровня развития информации, основную концентрацию надо проводить в числе 0. То есть вот внутри нуля, там где существует число 9, вы делаете сначала управление, что не происходит катастрофы с самолетом, затем вы уже делаете управление, двигаясь по числовому ряду либо от нуля вправо, либо вниз, и в соответствии с назначенным уровнем, все-таки это несколько усложненная диагностика, вам придется назначать, то есть, например, число 5, сказать, что к числу 5 относится несколько систем. И если попадает число 5, то дальше вы спускаетесь ниже, опять же, по такому крестообразному уровню, и попадаете в конкретную систему. То есть, несколько алгоритмизированная диагностика, тем не менее, она очень, на самом деле, проста, стоит только вам выписать какому числу, что соответствует. Также можно любую машину диагностировать, и вообще говоря, любое событие. То есть, именно универсализм данной диагнозии заключается в том, что вы можете выписать дату события, даже будущих событий, там, например, год, время, число, да, и числовой ряд таким же образом продиагностировать с точки зрения того, что в событии надо сделать управляющим элементом. То есть это универсальная система по не только диагностике, но и по созданию оптимального фактора развития событийного ряда, если вы концентрируетесь на девятке. Значит, следующий метод заключается в том, что вы делаете диагностику путем создания так называемых стелящихся, что ли, так если можно назвать, числовых рядов. Значит, я также использую практику конкретно свою, чтобы показать и обобщить, как работает эта система. Значит, в любой системе вы постараетесь находить наиболее простые и доступные фазы путем того, что вы можете систему сколько угодно упрощать путем перенесения, например, на бумагу, но при этом вы получаете сопоставимую диагностику, потому что вы знаете, что происходит в момент данной диагностики. Значит, диагностика, которая касается именно управления через, я называю стелящиеся ряды, то есть в оптике это выглядит так, что от вас начинает, как некие дорожки, идущие от физического тела, начинает селиться в оптически выявленном диапазоне. Вот вы ставите цель управления, возникает, от вас должна возникнуть одновременно с развитием этого числового ряда, возникнет некая дорожка, идущая в сторону реализации событий, числовая дорожка. Так вот, задача это организовать данную числовую дорожку по цели управления. И принцип организации числовой дорожки, он достаточно прост. Нужно всего лишь навсего от единицы до 9 заложить потенциальные числа, которые идут от вас, и в качестве нуля использовать именно ограничение, то есть 0 в конце этого ряда, он стоит не впереди ряда. Ряд начинается с единицы, например, да? Но как только вы начинаете фиксировать 0 и ставить целью управления, саму дорожку, где верхняя часть это макроуправление, вы просто берете и представляете, что есть некий светящийся ряд, который лежит на высвеченной оптике, например, на неком параллелограмме, да? И верхний слой это макроуправление, а нижний это буквально наполовину срезано, это ваша частная задача. Так вот, как только вы начинаете раскладывать числа, то фиксация нуля в конце этого ряда начинает действовать таким образом, что часть чисел начинает взаимно перемещаться. И вы путем выявления цифр, которые начинают перемещаться, вы начинаете в принципе строить числовой ряд по цели управления, который является частной целью и находится под этой дорожкой. Да? Значит, принцип очень простой. Вам надо настраиваться по возможности на ритм сердца или на движение руки, то есть настраиваться на себя, и как только вы настроились на цель управления и выявили с вашей точки зрения цель управления, то вот именно по ритму сердца вы можете выделить те цифры, которые от единицы до 9 у вас располагаются на этой дорожке, которые надо или поднять и, например, с этой дорожки снять, или переменять местами. Вот принцип данного управления заключается в том, что вы с точки зрения, именно фундаментальных систем, вы должны обязательно сделать управление таким, чтобы вы выявили
числовой ряд, который соответствует управлению данным событием, и при этом правильно расположили цифры. Вот принцип выявления цифры в данном случае он такой, о котором я сказал. И в связи с этим, если вы, например, делаете управление по отношению, предположим, к событию, которое находится близко к вам по времени, то здесь управление такое, что вы числа можете, вообще говоря, уже как-то находить в зависимости от того, как вы видите события, например, с точки зрения даже времени. Например, самый простой, например, принцип данного управления заключается в том, что вы делаете управление за счет всего лишь навсего того, что вы берете, например, дату данного события и это событие вычленяете из состава цифр. Если это событие какого-то конкретного числа месяца, то вы просто-навсего, используя вообще это число месяца, берете эти цифры две и переносите в подложку. Это самый такой простой, несколько механизированный метод, но который вообще соотносим с понятием выборки. Значит, с точки зрения управления по этой системе, я хочу рассмотреть принцип работы в соответствии с тем, как можно было проводить диагностику по схеме, просто шахты, и по этой схеме можно было выявить в свое время конкретные, например, места возникновения пожара и нахождения, например, живых людей. Вот в данном случае, с точки зрения этой технологии, надо просто схему рассмотреть как задачу событийного варианта, то есть найти конкретные места. И схема — это есть та световая дорожка, которая в данном случае аппроксимируется с подложкой управления. А цифровой ряд — это система, которая, вообще говоря, должна показывать расположение числа на данном уровне, и данное число должно что-то обозначать. Поэтому вы, прежде всего, если два параметра найти, где место возникновения пожара, и найти, например, живых людей, то есть у вас два параметра, которые вы выделяете в числовом ряду и говорите, что в данном числовом ряду, например, у вас есть, например, уровень, где вы хотите реализовать именно задачу информации, найти пожар. Вы назначаете, например, число 2, можно сказать, что это число соответствующее пожару, а число 1 это нахождение именно места, где люди живут. То в данном управлении ваша задача всего лишь навсего найти на схеме, где находится число 1, вообще говоря, на схеме, а где находится число 2. И вы, в принципе, дальше делаете такое управление, что здесь все-таки работа заключается в том, что вам надо найти движение числа. То есть вы раскладываете таким образом эту дорожку, что, в общем-то, дальше вы должны будете, выявить перемещение числа 2 и числа 1 с какой-то точкой этой схемы. Как только вы выявляете, это и есть. Но здесь смысл такой, что вы эту дорожку кладете на лист бумаги. И по возможности сделайте сейчас в качестве практики, такое действие, то есть по своим задачам разложите, например, эту дорожку и найдите какую-то информацию, которая, возможно, вам уже известна. Просто возьмите и найдите эту информацию сейчас, а я просто понаблюдаю. А данный метод заключается в том, что если вы ищете информацию, должны выявить наиболее, собственно говоря, активную систему, которую вы видите, наиболее просвеченную систему, связанную с числом, и поэтому просто найти ту цифру, которая находится в данной точке, которую вы, например, выбрали. Значит, то, что сейчас я рассказал о принципах, фундаментальной организации числа с точки зрения именно синтез систем, то есть в данном случае я показывал технологии, где работает как, например, духовная система, то есть вы работаете на уровне духа, души, сознания, и при этом речь идет о том, что ваше тело, то есть ваша система реализованного физического тела при движении, при реакции, при развитии действует на систему, о которой я сейчас сказал. Следующие два метода, они рассчитаны в большей степени на работу
через логическую фазу сознания, и именно вот, принцип работы через совокупные системы, он таков, что в совокупных системах не обязательно точно, что ли, понимать систему с точки зрения скажем так, общих проявлений. Главное знать, что, вообще говоря, принцип существует, и реализовывать по возможности в большей степени на уровне возможных, может быть, даже тех систем, которые являются более общими и не конкретными, да, скажем. То есть принцип выявления числа, принцип рассмотрения передвижения числа – это принцип, который сводится именно к работе в соответствии с уровнем, который соотносится с внешней реальностью. Следующие два метода относятся к работе, где вы контролируете ситуацию на уровне просто-навсего логической фазы сознания. Вам не нужно, например, рассматривать фундаментальный аспект управления, а достаточно только знать последовательность цифр, которые вы именно эту последовательность вы считаете именно управляющей последовательностью. Чтобы выявить такую последовательность в управлении, надо рассмотреть очень простой принцип, что ли, управления по переводу числа в оптическую фазу восприятия. Для этого вам нужно сделать выборку чисел в зависимости от задачи управления, и этим числом или каким-то конкретным из выборки или целым рядом выгнуть сферу восприятия в уровень именно сфероидальный. То есть смысл данного управления, что вы должны прогнуть числовой ряд в нужной точке восприятия. И тогда вы реализовываете одновременно как задачу макроуправления на макроспособность, так и задачу свою частную. То есть здесь принцип идет объединения, и здесь число это есть, например, макроуправление, число это есть частная задача. В первом, в данном, уже в третьем методе, но в данном подспособе, где используется принцип именно логической фазы сознания, здесь одно и то же. То есть, что макроуправление, что часть задач, в числе это будет вообще все воедино слито, это будет единая система, которая не различает частное управление и, например, макроуправление в данном методе. Данное управление сводится к тому, что вы берете, в данном случае я несколько постулирую, да, этот метод, то есть, потому что принцип постулирования, он как раз выводит в логическую фазу сразу. То есть вы берете число 4, 7, 9 и 8, то есть 4 числа, и располагаете эти числа последовательно снизу вверх, в том месте, где вам удобно, но лучше возле физического тела, где-то примерно в 50, максимум сантиметров от себя. Расположив вертикально эти числа, вы в число 9 вкладываете принцип именно целевого управления, и число 9 соотносите по отношению к этим выделенным числам, таким образом, чтобы число 9 было максимально близко в пространстве вашего восприятия к числу 4. И дальнейшее управление заключается всего лишь навсего в том, что вы механически сводите это число 4, таким образом, леску продеваете, число 4, которое тянет, естественно, за остальные за собой числа, вы их просто протягиваете через окружность числа 9, то есть через верхний символ числа 9, там, где есть окружность, где не разорвана, что ли, структура, и внизу, там, где структура числа 9 разорвана, вы дополняете мысленно до восьмерки, таким образом фиксируете цель управления. То есть выделяя числовой ряд и просто продеваете девятку, и получается цель управления, где макро уровень и логический уровень соединен в одной задаче. В данном случае по такому принципу можно находить, например, конкретно у меня практика была, это диагностика ответов по решению задач, страница 372 до второго тома. А то, что касалось именно работы по диагностике, например, шахты, да, лучше рассмотреть весь протокол, то есть 284 страницы, и
фактически 286. То есть лучше вычитать при практике весь протокол содержания апробации этого метода. И когда вы смотрите, например, управление по числу, тот метод, о котором я сказал, то я по протоколу 372, здесь в данном случае я просто писал страница 372, 373, я писал ответы задач без решения. В данном случае принцип очень простой, смысл задачи вкладывается, параметры задачи это есть, начиная от 4 последовательных цифр, а решение это то действие, которое возникает после того, как мы четверку вводим вместе со всем рядом внутрь девятки. Да? И решение отсматривается за девяткой на вертикальной плоскости. То есть, вот здесь смысл управления, где получать вообще уже готово, где получать цель, да, управления. Цель управления получить решение. Задача не решает задачу. Следовательно, вы должны определить плоскость восприятия, которая обозначает данное управление, и тогда вы должны видеть в пространстве восприятия за числом 9, просто поставить вертикально мало светящуюся плоскость со слабым свечением и просто-навсего воспринимать ответ. Это в данном случае, собственно говоря, относится, опять же, как я сказал, к уровню, который уже реализован, например. Это относилось ко времени, когда я еще учился в университете в данном случае. Поэтому данный уровень здесь таков, что желательно, когда вы будете делать такие упражнения, сделать обобщение на структуру будущего события, а данное обобщение заключается в том, что вы должны выделить сферу возможных решений. Да? То есть эта сфера возможных решений здесь заключается в том, что вы берете и ограничиваете поле, работы, например, своей, таким образом в пространстве восприятия, что можно, например, плоскость, которая сзади, за этой девяткой в пространстве вашего восприятия, варьировать, например, плюс 2 сантиметра ближе, да, или теоретически еще дальше. То есть плюс-минус 2 сантиметра. То есть заявить, что плоскость, на которую вы получаете ответ именно плюс-минус 2 сантиметра, тогда вы получите адаптацию этой системы на систему будущих событий. То есть если у вас есть задача такая, получить ответ или получить конкретное время, например, да, или конкретную систему управления, связанную с числом, то вы можете получить таким образом. Значит, учитывая, что в данном случае метод, который я показал, в большей степени относится к логической фазе управления, то здесь, следующий метод тоже уже, который я хочу показать, он относится в большей степени, опять же, к логической фазе управления, но отличие в том, что вы получаете управление фактически таким образом, что управление происходит за счет того, что вы числу придаете динамику в развитии вашего мышления. То есть число приобретает скоростные характеристики. Тогда вы получаете доступ числа, например, с точки зрения, предположим, будущих процессов. И создание скорости, числа, это есть характеристика управления, но это все-таки логическая больше фаза управления, нежели синтезированная система управления. Поэтому, учитывая, что с каждого метода, о котором я сказал, можно, в общем-то, создать более адаптированную подсистему, здесь надо, лично для себя, здесь надо видеть, что скоростные характеристики, это тоже, в общем-то, логическая фаза, можно придать скорость развитию числа, например, скорость движения числа в пространстве восприятия, или соотнести это движение, например, с физическим уровнем и сказать, что есть именно такой уровень, который необходим, чтобы он воспринимался, для решения конкретной задачи. И в качестве примера я хочу привести здесь, все-таки будет пример, который будет относиться уже к конкретным, например, ситуациям, связанным именно с динамикой числа, то в качестве примера, я сразу скажу о примере, он будет касаться большого спектра числа. Речь идет о том, что был получен ответ в интервале от 10⁻⁶ до 10⁶ степени, это порядок миграции. Поэтому, когда я буду объяснять, например, данный метод, по возможности сопоставляйте это с тем, что
метод может давать точность в управлении и в доступе к информации. То есть задавать точность характеристики управления даже при большом объеме информации. И здесь ситуация заключается в том, что когда вы, например, делаете данное управление, то создание со скорости или придание скоростных характеристик числу, это действие, достаточно, вообще говоря, простое и связано с тем, что вы всего лишь навсего создаете для конкретного числа на самом деле траекторию движения в нужную точку управления. И действие такое, например, вы выделяете число 4 таким образом, то есть работать только с одним числом. Например, если рассмотреть число 4, состоящее из, например, 4 отрезков, то верхний свободный отрезок, где начинается число 4, более, с левой стороны, это есть область макроуправления, а все остальное, стрелка, число перпендикуляр по отношению к отрезку, это уровень частных задач. Так вот, мысленно закручивая верхнюю часть макроуправления и стараясь пригнуть, мысленно, то есть изменить систему таким образом, что там, где макроуправление, вот этот верхний отрезок, вы стараетесь пригнуть вниз, при этом реально не прививая, вы задаете скорость развития числа, и скорость можно отслеживать, вообще говоря, по отношению, если я, например, мог бы, нарисовать лучше, наверное, данную систему, то, в принципе, если мы берем число, например, 4, то речь идет о том, что вот эту часть, где есть макроуправление, мы стараемся пригнуть по отношению, направить вектор движения мысленно сюда вниз. Тогда мы получаем определенный крутящий, вообще говоря, момент структуры восприятия и задаем скоростные характеристики, которые видны всего лишь навсего по скорости развития вдоль вот этого верхнего уровня, просто вертикальной вот этой, в общем-то, прямой на самом деле. Хотя это видно как отрезок. И вам достаточно всего лишь навсего зафиксировать в какой-то точке, например, число события. И число события вы можете просто всего здесь вставить, например, точку и обозначить это числом 5 по оси, просто маленькое, берете и пишете мысленно число 5, считаете, что в этой точке вы событие зафиксировали. Тогда вот этот пороговый уровень через пятерку вы воспринимаете как всплеск волны. И вот этот всплеск волны, это и есть реализация данного события за счет скоростных характеристик развития числа. То есть число, вообще говоря, начинает закручиваться и стремиться к событию, и оно начинает реализовываться. Вот при большом объеме информации это очень достаточно эффективная система, связанная с тем, что вы работать можете за счет скорости, не выделяя сам объем. В качестве примера я хочу привести здесь протокол 384 страницы, это том 2, и здесь была задача выделить по степени миграции в интервале от 10 до 10 раз в секунду, могла быть, вообще говоря, миграция, но я сказал, что 10 степени в секунду порядок миграции, и при этом он мог быть вообще любой, от нуля, было, например, 10, 20 или то есть не было вообще никаких конкретных характеристик. Выявление в данном случае именно интервала 10 заключается в том, что если начинается такой загиб вот этого уровня, макроуровня числа 4 в сторону основной, массы числа, то получается, что вот здесь выявляется, где я зафиксировал число 5, выявляется именно, например, конкретное число, то есть вы просто его видите. И в данном случае это например, было число 10 в 6 степени. То есть здесь действие достаточно простое, но если говорить о массе информации, то мы получаем на самом деле очень большую массу информации, и в связи с этим, собственно говоря, здесь нужно, конечно, учитывать, что управление через число прежде всего еще является управлением, где вы выбираете принцип управления, либо это динамический принцип, если очень большие объемы, либо это статический, если вы работаете какими-то частными системами управления. Но следующий метод заключается в том, что вы используете на самом деле принцип достаточно простой, связанный с динамикой, в данном случае, собственного тела, и выделяете
число, относящееся к параметру реакции тела на внешнюю информацию. То есть, выделив реакцию там, динамическую, например, руки и ноги, то есть система движения, да, число 4, и выделив, например, параметры статики, или там фиксирующей системы, например, число 5 это туловище, да, а если рассмотреть число 6 тело, особенно, значит, туловище вместе, например, с шеей, да, и считать, что 6 это одновременно тоже шея, то есть вот создав два смысловых значения в одном числе, можно увидеть, что параметр 7, то есть, например, если смотреть голову, то обозначить, что вот эта часть соотносится с числом 7, то вы получаете возможность управления структурой событий за счет того, что вы можете всего лишь навсего, в зависимости от цели событий, придавать событийной картине сопоставимые системы. То есть, переводя систему, по аналогии, может быть, в 7 элементных систем, то есть у вас есть какое-то событие, и вам нужно в данном случае получить управление с точки зрения достижения вашей задачи. Тогда вы берете, разделяете на 7 систем какое-то событие и соотносите конкретное число данного события с выделенными элементами, да, например. При этом обозначение, вообще говоря, на самом деле можно менять, это не принципиально. Я, например, выделил 7 каких-то отдельных возможных систем, которые обозначают в совокупности человека. И тогда выделенное число 7, которое вы видите в событии, вы должны соотносить, например, с управлением, то есть видеть оптический луч, например, идущий от головы в это число 7. Условно, если нужно разделить события излечения заболевания на 3 события, то достаточно выделить тогда 3 элемента. В принципе, вам достаточно тогда часто выделять, предположим, в этом управлении, например, вы можете выделить просто 3 пальца, указательные, например, средний или безымянный, обозначить цифрами и разделить, что сначала есть диагноз, потом есть лечение, третий элемент излечения. И просто-навсего вывести, соединить мысленно каждый из 3 пальцев с конкретным числом и зафиксировать. Как только вы зафиксируете, вы получаете на самом деле управление только числами, вам дальше не обязательно уже контролировать, например, только свой, например, палец, но при этом вы получаете управление в большей степени, в данном случае, процессами, относящимися к процессам будущего, потому что тело, как проявление элементов будущего развития, в тело заложены элементы его следующей развития, то есть будущего развития. И поэтому, в отличие от статичной системы, когда вы взаимодействуете со своим телом, вы в большей степени можете работать с пространством будущего. В качестве примера здесь я хочу привести пример, относящийся к такому моменту, что в свое время я давал прогноз, он относился к межбанковскому такому кризису, 3 августа 1995 года. И это на странице 411 второго тома, где, в общем, я дал прогноз просто где-то примерно за 19 дней, о том, что будет такой кризис. Так вот, принцип данного управления заключается, по отношению к этому уровню реализации, заключается в том, что вы просто разбиваете пространство управления на пространство 1 в данном месте, число 1. Мы находимся потом число 2, пространство доступа, то есть время, за которое происходит реализация событий, то есть просто время в данном случае. И 3 это какое-то событие, которое нужно было бы дать в прогнозном плане. При этом вы работаете только со своей целью, и вас мало интересует, собственно говоря, вопрос, какой существует. То есть вам нужно выявить цель управления, что в данном случае следует, например, сказать по конкретному человеку. Тогда вы, просто я могу зафиксировать на тех же пальцах эту систему, например, 1, 2, 3, и число 3, которое я, например, фиксирую, оно в точке, где я его фиксирую, переходит в конкретную дату. В данном случае просто дата воспринимается как уровень фиксации числа 3. И, собственно говоря, само управление в этом случае, оно получается
достаточно простым, если я соотношу с процессами будущего. То есть будущее там, где работает физическое тело, например, человека. С точки зрения следующего метода, я хочу показать метод, он на самом деле как бы еще что ли более простой и связан с тем, что мы внутри числа выделяем систему макроуправления, причем с такой как бы высокой скоростью, что в пределах этого макроуправления в любом случае реализовывается, собственно говоря, ваша задача. Вот этот принцип, он такой, что выделение макроуровня и одновременное достижение этого уровня – это действие, относящееся к конкретному числу. Например, мы берем число 1, и мы должны во внутренней области выделить этот макроуровень, где обязательно совершается, за счет того, что уровень бесконечный, обязательно совершается ваше событие. То есть вам надо как бы зайти в этот уровень, то есть в это число 1 мысленно зайти, поставить цель управления обязательно внутри как бы жестко фиксированного числа и делать управление за счет того, что вы работаете таким образом, что допускаете развитие событий внутри как бы ограниченной системы, все-таки 1 это конкретная форма, допускаете развитие в бесконечную область. И тогда за счет именно бесконечности вы в любом случае достигаете своего управления. Так вот, создание бесконечного фактора внутренней области числа 1 это всего лишь навсего мысленное и очень сильное сжатие воспринимаемого как бы внешнего уровня числа 1. То есть вы представляете 1, начинаете мысленно очень сильно как бы сжимать, и при этом цель управления находится внутри. Вам ясно, что надо придать именно бесконечный статус в развитии информации внутри 1, этого числа 1, и просто путем сжатия этого числа как бы выжимаете, да, своеобразное событие, выжимаете, готовое событие выжимаете из числа. Да, и при этом, если событие 2, то лучше работать в числе 2. И так далее. То есть лучше работать как бы в рамках той системы, которая обозначена именно как числовая система. И в качестве такого события, вот, например, я могу рассмотреть протокол на странице 437, там была необходимость материализации ключа, потому что ключ был утерян от гостиницы. И здесь принцип очень простой. Нужно сделать событие по реализации ключа, то есть событие понятно какое, работа, например, то есть действие здесь одно, достаточно числа 1, реализация одного ключа. И за счет напряжения как бы сознания делается волевым усилием давления на внешний контур 1, можно представить как один, как бы составленный из трубок или конусообразных фигур, да, их начинает сжимать. И в месте, в котором вы хотите, в данном случае, например, ключ появился в той сумке, которая была вытряхнута, и там точно не было ключа. То есть, собственно говоря, это такой метод, где вы организовываете материю по уровню, например, первичного, потому что если рассмотреть, что есть организация материи, то сверхконцентрация информации, некое сжатие, сверхсжатие дает материальный субстрат. В данном случае применена даже та же самая технология. Следующий метод заключается в том, что вы создаете реальность, то есть создаете число путем взаимного отражения чисел. То есть берете, например, число 1 или число 2, как я уже сказал, в этих системах макроуправления и частной задачи они объединены, и я поэтому специально не говорю, то есть действие с этими числами это есть уже одновременно гармоничная система сочетания, как макроуправления, так и решения частной задачи. То есть чем дальше, как бы я перевожу, то, например, уже сейчас 7-й метод, то вы должны здесь видеть, что существует именно такой принцип, когда уровень макроуправления и частная задача это всего лишь навсего то число, с которым вы работаете. Вот в работе с числовыми рядами надо по возможности находить ту ситуацию, когда ваше духовное развитие дает возможность именно получить это макрочисло на уровне, например, микрочисла, микроуровня восприятия и так далее. И в данном методе вы показываете управление таким образом, что когда вы, в общем-то, именно его показываете сначала, это управление, то есть когда вы делаете реализацию по этому методу, вы сначала должны показать в структуре внешней реальности число, с которым вы собираетесь сделать управление. То есть можно взять, вообще говоря, любое число. То есть у вас есть цель управления, определите его числом любым, лучше от 0, например, до 9.
Как только вы определили, вы как бы показываете это число в структуре своего восприятия, и данное число начинает реализовываться с точки зрения как бы роста реальности. Следующая реальность начинает видоизменять, следующий уровень реальности видоизменять то число, которое вы фиксируете. Так вот, чтобы принцип видоизменения не был так как бы бесконтрольным, то есть вам надо допустить, что будет изменение числа. Чтобы принцип изменения не был бесконтрольным, вы просто делаете своеобразную как бы окантовку числа по кругу. То есть, например, там вы задались числом управления, там, например, 9, да, у вас есть такой принцип, что именно 9 параметров надо учесть, или просто 9 вам. Это число просто понравилось. Вы взяли, сделали это число как управляющее число, поставили цель управления, что вам нужно управлять, и это есть, например, число 9, то, значит, вокруг, вы просто вокруг этого числа ставите числовой ряд от 0, причем до 9, и в зависимости от смещения, ну как вот своеобразная, что ли, по циферблату, значит, стрелка, в зависимости от смещения числа 9, вы строите двоичные системы. То есть в данном случае здесь управление заключается в том, что вы как бы отслеживаете движение числа 9 и строите, например, там 9,1 и так далее. То есть у вас должно появиться два числа. И чтобы, ну, опять метод не был как бы очень расширен, ну, сильно, что ли, и при этом, значит, чтобы не было каких-то бесконтрольных систем развития, да, внутри числового ряда, можно представить некий конус, и от центра этого конуса, от вершины, например, можно провести линии к каждому числу, число 9 как бы поставить на эту вершину. И просто-навсего провести девяткой или там любым числом по каждой линии. То вы как бы учтете весь спектр управления и мысленно просто соединение этого числа, придание динамических свойств, соединение с каждым числом, хотя бы соприкосновение дает управляющий эффект. Значит, в качестве, например, примера я здесь приведу именно, например, по лечению. И это относилось к тому, это том 3, страница 505, что был диагноз СПИД 4 стадии, и речь шла о том, что, значит, нужно в данном случае заочно излечить от СПИДа 4 стадии. То есть вот этот метод, он в данном случае реализован так, что задача излечения, там, например, число 7 в данном случае, находится на вершине данного своеобразного конуса, да, некие нити, идущие к каждому числу, которое находится ниже. И эта семерка по цели задач проводится к каждому числу. В данном случае наибольшая активность вызвала линия от 7 до 0. И стоит только удержать как бы сознание в 0 внутри круга своеобразного, да, то есть, ну, по окружности расположенных чисел. Стоит только удержать число 0, то есть, чтобы оно не выпадало из этого спектра, происходит излечение, в данном случае это вот как раз методология излечения от СПИДа, когда именно форма СПИДа начинает быть нейтрализована. Значит, ну, тем не менее, это все равно управление любым уровнем событий, потому что как только вы начинаете двигаться от верхней части конуса к числу, какой-то из чисел пытается как бы выйти из этой окружности, вот ваша задача удержать. Если вы по ряду причин можете другие системы управления применить, но удержите число, вы получаете управляющий эффект. Следующее управление сводится к тому, что, значит, в момент управления вы используете, собственно говоря, очень, ну, как бы еще более простой принцип, значит, где принцип заключается в том, что вы как бы свертываете числа на плоскости и свертываете их вдоль, как бы представляемой плоскости, и таким образом, что от 0 там, до 9 вы ставите ряд как бы сферических дорожек. Значит, затем, ну, например, их можно поставить 3, 4, там, например, самая меньшая дорожка это 0, там, 1, там, например, 2, 3, вторая, следующая, там, опять 0, 1, 2, 3, 4, 5 и так далее. То есть, как бы сделали одну, две или три дорожки, и всего лишь навсего на этих дорожках делаете как бы постановку задачи, связанной с макроуправлением, и при этом постановка задачи должна быть в виде числа, которое вы видите одновременно на управлении, например, там число 2, да, это ваше управляющее число, вы хотите, знаете, что если представить 2 вертикально на этой подложке своеобразной, вы получаете тогда управляющий эффект. И, значит, в дальнейшем
Значит, вам просто нужно будет, кроме этого уровня числа 2, как бы в восприятии выделить все остальные числа, ну, там, где вы проставили двойку, в общем-то, вот и все. То есть однородность выделенного числа на двух уровнях, как бы таких сфероидальных, ну, горизонтальном уровне и плюс вертикальном, дает управляющий эффект. С точки зрения примера, в данном случае пример заключается в том, что ну, я могу рассмотреть случай из трехтомника «Практика управления пульса спасения», 748 страница. Здесь речь идет об излечении от неоперабельного рака, значит, поджелудочной железы с прорастанием в 12-перстную кишку. Там, если рассмотреть приложение данного случая, то значит, приложение заключается в том, что цель управления – это излечение, да, она достаточно понятна, например, обозначив числом 1, то есть здесь надо иметь в виду, что обозначение может в принципе быть вообще любое, то есть я могу назначить числом 5, например, да, вот. Свобода, что ли, в данной системе заключается в том, что вы можете назначать, вообще говоря, любое число и информировать, как захотите. Ну, например, там 1, если я обозначу, то я могу протянуть столько дорожек, сколько надо вокруг, да, числовых, из последовательных чисел, причем надо создавать непрерывно последовательные ряды именно. А вот сегодня я показываю именно технологию, где ряды всегда последовательные. Вот если они находятся, например, именно в горизонтальном там, или вертикальном уровнях, если горизонтально я определяю слово, то ряд именно 0, 1, 2, 3, то есть это последовательный ряд. И замыкание как бы дорожки, оно очень понятно как бы на механическом уровне. Значит, здесь получается так, что ситуация в том, что, ну, например, там я беру вертикально, да, ставлю число 1, а 1, 2, 3, там, 4, 5, 6, 7, там, делаю первую дорожку, потом 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, да, то есть, в принципе, это всего лишь навсего вот, как бы набор цифр, да, 0, 1, там, и так далее, и я думаю, что здесь ситуация такая, если мы увидим, что, ну, предположим, я хочу получить число 1 таким, чтобы оно было реализовано, то есть был излечен в данном случае рак, там, то тогда здесь нужно просто в восприятии как бы выделить, получается, что выделить число 1, вот, которое здесь изложено наряду, и вертикальное число. Вся внешняя система – это система, на самом деле, просто устойчивости управления. И в данном случае я думаю, что принцип как бы управления должен быть таким, чтобы вы выделили это число для того, чтобы достичь управления с точки зрения именно устойчивости, с точки зрения того, что вы назначаете, на самом деле, любую систему как управляющую и можете ее соотнести, например, с управлением. То есть в данном случае вот я рассказал, ну, как бы об основных методах, которые касаются все-таки фундаментального принципа управления, именно фундаментального принципа организации числа. Поэтому с этой точки зрения, вот, например, ну, на уровне, что ли, лекционного материала или на уровне вопросов-ответов, которые мы сейчас обсудим в следующей части, да, мы можем, вообще говоря, говорить на уровне, где я, например, не показываю все-таки, что ли, именно фундаментальная система организации, где есть понятие устойчивости или понятие там общего, что ли, плана управления, а просто можно показать, как работает число именно в логических схемах. То есть в этом случае вы можете работать, в принципе, только на логических схемах. Например, если есть числовой ряд, то можно использовать этот числовой ряд и просто делать управление за счет как бы движения, да, этого ряда или системы чисел, но при этом фундаментальный смысл как бы он укладывается в логическую схему и не объясняется. Вот то, что сейчас я представил в этой части лекции, это все-таки объяснение здесь было дано именно способа и принципа организации числа и, ну, по отношению там, к каким-то практическим элементам управления. Поэтому здесь по возможности, ну, как бы, когда вот мы будем разбирать уже чисто практическую фазу, что ли, вопросов-ответов, по возможности, когда я буду именно отвечать, ну,
например, какой числовой ряд можно применить, какую технологию как бы организации числа применить. Здесь надо понимать, что как бы вот именно знание, что ли, принципа фундаментального фундаментального уровня организации числа, это тот принцип, который позволяет все-таки делать управление, ну, как бы более комплексно. Я постарался в этом лекционном материале охватить как бы комплексный фундаментальный план, где части управляющей системы, связанные с числом как таковым, и вообще с организацией в системе восприятия, взаимопересекаясь, создают все-таки законченную систему, которая обозначает как бы то число, которое вот сейчас организовывается. То есть я показал в данном случае принцип, который говорит о том, что в вашей воле там организовать то число, которое вы хотите. И оно и будет управляющим. То есть вот подтекст, ну, естественно, подтекст этой части лекции в том, что я создал как бы динамичную систему с самого начала организации числа. И поэтому получилось, что значит, ну, она наиболее на самом деле простая и управляемая, когда мы переходим к конкретным задачам. Но знание этого аспекта позволяет, ну, делать, в общем-то, управление с точки зрения именно фундаментальных аспектов, но при этом можно, вообще говоря, брать только уже конечные системы, только лишь работу на числе, не показывая фундаментальную часть. Значит, я на этом, ну, эту часть лекции заканчиваю. При работе уже методологически, например, да, когда речь будет идти о представлении материала, именно в методических как бы пособиях будет в первую очередь представлена совершенно конкретная словесная часть метода, значит, и, возможно, иногда только общие характеристики, связанные с, например, ну, практикой, например, которая была реализована. Потому что можно иногда, если будет нужно, там, давать полностью как бы реализованную практику, но здесь смысл такой, чтобы следующее управление было таким, чтобы реализованная практика, да, не была именно структурой как бы в основном одного фактора реализации данной технологии, потому что вот здесь важно показывать универсализм. Поэтому, когда методика будет, например, ну, что ли, выписана в виде, ну, собственно говоря, как бы лекции, то в лекционной части нужно, конечно, в большей степени выделить именно больше фактологическую часть, проявленную. То есть больше фактологическую часть, например, опора на фактологию в той части, в которой это следует, может быть, только общими там какими-то, или иногда, если полным протоколом, то полным, иногда общей частью. То есть здесь в зависимости от, например, ситуации надо будет варьировать, что показать. Ну, на этом вот я эту часть заканчиваю. Все-таки она такая, что нам надо будет в будущем ее уложить где-то примерно минут в 35. Но учитывая, что вы получаете именно как бы тот курс, который является фундаментальным, то вот здесь я все-таки дал фундаментальные основы организации числа. То есть это не совсем такой вот как бы курс для такой, в данном случае, что ли, прямой передачи. Но тем не менее, вот во второй части мы постараемся сделать так, что та часть, которая будет выписана, ну, в данном случае как часть методологическая, и та часть, которую мы рассмотрим во второй части при обсуждении вопросов, конкретных действий, где я тоже буду давать конкретные методики, которые могут быть как методологические системы, привязанные как бы к развитию ситуации, да? Значит, в совокупности будет ряд методов и систем, которые будут наиболее как бы, ну, что ли, простые и доступны, и из этих систем будет взяты только эти части, которые будут рассчитаны именно, например, на 35 минут лекционного материала. То есть вот именно надо учитывать, что лекционная часть будет все-таки 35 минут где-то. С учетом 10 минут потом, да, вопросов-ответов. И вторая часть чисто практической. В соответствии с этим, учитывая, что у вас все-таки будет определенный уровень фундаментального образования, вы сможете передать эту часть, зная предшествующую. И тогда у вас получится, что уровень передачи он будет гораздо более интенсивнее, чем просто передача там, ну, номинально, да, управляющей системы. А для того, чтобы обеспечить скорость, вы должны, во-первых, самостоятельно понять вот эту фундаментальную систему, как каждый по-своему. Потом мы можем обсудить и получить некие универсальные, да, какие-то рамки в понимании, если захотим. Можно это не делать. Значит, но когда уже будет представляться как бы слушателям
все-таки конкретные числовые ряды, вы должны стоять на той платформе, что вы знаете, ну, как бы, именно фундаментальный смысл, следовательно, вы знаете, на самом деле, всю систему управления по отношению к представляемому материалу. И поэтому вот фундаментализм образования, ну, в данном случае вашего, с этой позиции обозначает, что вы, ну, представляя какое-то действие, да, ну, условно, если человек там делает как вот, ну, какое-то управление по передаче материала, даже чтобы там давать образование там, например, в школе, все равно надо знать там какую-то программу высшую. Да? Вот постарайтесь вот исходить из этих аспектов, что вот это нужно именно для этого. Может быть, не обязательно, то есть в задачах передачи информации эти знания существуют, ну, именно по обобщенным системам, где совершенно конкретных действий, алгоритмы конкретных, может быть, иногда действий, они существуют для того, чтобы вы управляли ситуацией как бы с большей информацией, меньшей, и все. И как только вы начинаете делать управление, то дальше, ну, как бы степень распространения, уже те, кто будет получать информацию дальше, они могут пользоваться дальше, в принципе, только лишь, собственно говоря, самими вот номинальными рядами числовыми. Вот именно принцип первого управления, он должен быть, исходя из понимания и знания, значит, именно фундаментальной части управления. Значит, вот на этом я заканчиваю, скажем так, такую все-таки обобщенную, да, получилась лекцию. Тем не менее, значит, именно конкретные методы, которые мы возьмем отсюда, плюс конкретные методы, которые будут при обсуждении, они будут основными, в общем-то, в основной лекции, которая будет уже представляться на изучение. Кто из слушателей захочет знать, ну, как бы, такую представительскую систему, что я показал только одну из систем организации числа. Ту систему, где число можно организовать духовным импульсом сразу и как бы не затрагивая жестких фиксированных систем управления. То есть я посчитал, что лучше это сделать, чтобы вы знали, какие есть методы при организации числа, чем давать жесткие формы с самого начала. И как бы в дальнейшем все-таки задача такова, что слушатель должен знать все-таки конкретную систему. Ну все, я на этом заканчиваю именно первую часть лекции, а во второй, да, будет как работа с практикой, так и я опять буду давать конкретные методы. И вот выборка из этих методов будет составлять первую половину лекции, когда вы уже будете давать лекцию.